Я так быстро никогда не перемещался еще. Итак, Холмс стал ветром. А на этот раз я бы хотел вот сюда углубиться. И пройтись вот по этому мосту. Помните его, да? Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь я сейчас в Даннакафеле, в древних руинах. И осталось немного его доисследовать. За один почти полуторачасовой эпизод мне этого сделать не удалось. Я думаю... Интересно, тут, конечно, у вас все разрослось. За этот эпизод управимся с остатками. Интересное место, слушайте. Не ожидал, что вот тут что-то такое будет. Учитывая все предыдущие пейзажи Даннакафелла. Вот, а дальше я перед тем, как начать запись, подумал по поводу дальнейшего маршрута. Давайте вам обозначу план примерный. Я решил сделать довольно большое кольцо. То есть, если ранее у меня какого-то четкого плана не было, что посещать, то сейчас я думаю, что можно... Ну, первый пункт это в любом случае Тель-Мусада. То есть пройти до нее вот по этой местности. Ну, тут несмотря на то, что она открыта, как бы по карте, я ее довольно плохо изучил при этом всем. Помните, там где-то мост еще есть такой интересный, который куда-то уходит там над бездной. Вот это все посетить. Вот в Тель-Мусаде забрать баночку с голосом, которая нужна по квесту из Сайлена. Вот, а потом я решил все-таки углубиться на север. Тут же у нас, кстати, есть руины Кемелзе. Возможно, их тоже посещу по пути. А потом в Хелним. В Хелниме у меня уже давным-давно квест от гильдии магов Акаморы. Принести письмо с извинениями туда. Вот, получить письмо и двинуться на восток. Здесь у нас святилище одиночества. Оно нужно для завершения паломничества для храма. А здесь же водопады Баэти. Еще одно место паломничества. Вот, посетив их, двинуться обратно на юг, посетить форт Ветреной Бабочки. Там у меня тоже есть незавершенное дело. Вот, возможно, еще зайду в Альт-Басару. Скорее всего, потому что как-то... Пока меня туда никто не посылал, я думаю, что могут и не послать. Ну вот, и раз я там буду рядом, чего бы не зайти. Вот, ну и потом уже отсюда двинуться в сторону Сейлена. Возможно, исследовать немного вот эту местность, которую я еще не бывал. Ну, интересно подойти к Некрому с северной стороны. Как там интересные довольно пейзажи. Вот, это, знаете, такой... примерный план на ближайшие серии 10, а то и 20, наверное, сейчас обрисовал, поэтому я не гарантирую, что все так и будет. Может быть, что-то мне взбредет в голову еще или что-то произойдет интересное, требующее корректировки планов. Но пока что так. Я должен отметить, что здесь весьма все еще интересно в этих каналах, так сказать. Ну, слушайте, действительно каналы. Даннакафелла. Вот, что ж, сконцентрируюсь теперь на том, что у нас здесь. Слышу кого-то. Где ж ты топаешь? Где-то надо мной, что ли? Или здесь? Ага. Так, давайте-ка сохранюсь. Наверняка это вампир. Но надо проверить. Нападешь, не нападешь? Что у нее есть имя? Так, ты нападаешь. Ну-ка, если тебя успокоить, попробовать. Где там эти свитки? Вот, Devil Peace. О, успокоилась. Все,
Все, оставайся тут. Знаете, я думал, что лишний раз, если есть возможность персонажа, у которого есть имя, пусть он даже вампир, не убивать. Просто на всякий случай. Из соображений, так сказать, слушайте, даже не безопасности, а перестраховки. Вот. Мало ли. Я все еще с ужасом вспоминаю, как я впервые в детстве проходил Моровинд и в какой-то пещере рандомной тюкнул какого-то берсеркера, который первый на меня напал, и мне сказали, что живи теперь сам в своем проклятом мире. Я по сюжету никогда не доходил до этого парня. Но с тех пор я к таким вещам очень осторожно отношусь. Ты чё нападаешь? Стрика тоже какая-то. Ай, короче, ну вас. Не буду я с вами тут... Смотри, какой драло. А чё, воровать-то его нельзя? Ух ты, если туда свалиться. Так, что тут у нас? Все завалено, да? Левитация. Интересно все-таки. Ну, без левитации отсюда уже не выбраться, это факт. Хочется проверить все равно. Как тут глубоко, надо же. Неплохой акробат. Бешеный вампир тут у нас. Интересно. Ну, вообще, очень тут нестандартные персонажи, я поэтому не хочу их трогать сейчас. Вдруг они квестовые действительно какие-то. Вообще очень даже интересное место. Странно, что тут ничего. Знаете, как будто напрашивается, что что-то тут должно быть. Да ладно. И, знаете, это сейчас прекрасная оказия воспользоваться вот этим вот свитком. Свиток формы ветра. Так сказать. Еще маны у меня кончается. Нехорошо. О, вау. Что действительно форма ветра. Я так быстро никогда не перемещался еще. Итак, Холмс стал ветром. Слушайте, ну похоже это все. Конечно, место интересное, но... Ловить, похоже, тут нечего особо. Какой я быстрый стал. Левитация все еще действует. Давайте, пользуясь случаем, наверное. Погода, конечно, не лучшая сейчас, но... Ой! Ой-ой-ой. Это сейчас было опасно.
Хочу осмотреться. Это, по-моему, Баштум там виднеется. Там я бывал уже, да? Ну да, я был в этих руинах, которые севернее, южнее Аммара. Тут какой-то проход. Ну ладно. Сначала, конечно же, я хотел бы слазить сюда. Тут есть даже лестница. Интересный какой вообще дизайн у этой локации, скажу я вам. Так, пора варить зелье. Скальный наездник вдалеке парит. Так, сердец до ядра у меня нет же. О, знаете, что можно сделать? Ночной глаз. У меня же есть. Да. Смешать два глаза и получится ночное зрение. Вот, но зелье восстановления маны все равно сделать надо. Так, коммуника. Надо, кстати, пополнить запасы. Куча вампирского праха у меня еще теперь. Так, вот оно. Так, и что-нибудь поколдовать пока. Я помнится, хотел тренировать себе призыв. Школа колдовства, да? Скелетик. Вот так вот, достаточно. Так, ну, вот я залез, а что дальше-то? Это здание я видел снизу, когда где-то там лазил. Ладно. Полетаем еще немного. Скелет заволновался. Ух ты. Даже люк есть. Слушайте, может это, а может и нет. Но, скорее всего, нет. Другое должно быть еще здание где-то здесь. Вот. А это, по-моему, особняки. Угу. Сюда тоже, кстати, можно прийти нормально без левитации. Вот он, самый верх акведука. Погода, конечно, очень удачно, чтобы это все осматривать, изучать. Но это как какой-то водный резервуар, как будто. Да? Тут, наверное, интереса немного. Да, действительно, можно было по-нормальному до сюда дойти. Я просто сразу не заметил проход. Когда был там рядом с особняками и далее.
Окей, теперь чуть вернемся. Но зато эта погода под стать этому месту, это точно. Темно и страшно, что называется. Не пройти. Ну да, тут большинство помещений все-таки невходибельные. Да, вот я его пропустил, сразу залез вот сюда. Ну, знаете, можно сказать, что это все. Отлично, с одной стрелы. С Данекафелом это все. Можно двигать дальше. Как раз по всем вот этим вот горкам, что я и хотел. Это побережье, тут я был. Тут где-то рядом хижинка, в которой прятались бандюки какие-то. А тут можно пройти к тем двемерским руинкам, которые я видел с верхушек этих. Вот, но прежде, еще ненадолго хотел бы заглянуть сюда. Что я уже немного заплутал. Сюда, да? Вот сюда. И немного дальше пройти здесь. У меня тут сложилось впечатление, что что-то тоже было. Так, пещера у нас здесь. И отсюда можно уйти вот куда-то сюда. Этот путь выглядит более приятным, чем по тем горам лазить, в конце концов. Угу. Тут еще один проход к Данекафелу. Ну, мне хочется сходить сюда сначала. Если что, можно будет вернуться назад. Я так понимаю, что я сейчас иду в сторону Каморы снова, как бы. Опа, 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 ты кто такой? Какие агрессивные. Ты тоже вампир? Тоже вампир. Хороший амулет, спасибо. Молот можно взять. Ну, смотрите, тут черепа, это его жертвы, похоже. Кстати, он любил арчатину и органиан, смотри, тоже сколько съедено. Какой, а? Пожалуй, от его смерти я точно ничего не потерял. Каннибал. А ты что тут прилег? А, я, видимо, его подстрелил, да? Тут как раз. Оттуда сверху. Ага, и так я спускаюсь в эту долину скрытую. О, смотрите, какой парень. Да, и вот проход к Данекафелу снова. То есть это парадный вход, а тут можно было обойти. Вот мне все еще интересно тут побродить. Это не страшно им тут рядом с Данекафелом кваму разводить? Зловещее место, скажите. О. Пацаны. Тихо.
Краб. Так, у меня... Я забыл тут уже на какой у меня слот. Понятно. Нужно новое зелье. Забыл я эти свои кошачьи глаза принять. Так, кстати, а соль пустоты, она ж такая же, как, да, как морозная соль по весу. Так, скелетик стоит 30 маны. Можно призраков попризывать лучше. Мои зелья довольно долго действуют. Мана продолжает восстанавливаться, и чтобы это преимущество не терять, я в этот момент колдую что-нибудь, чтобы прокачивать навыки. Так, в принципе, можно уйти сюда. Ну-ка. Такой проход, как будто бы что-то... О! Жук победил, да? Мой призрак закусился с жуком местным. Забавно. Я и не заметил. Где-то тут есть пещера, которая ведет к скрытым доэдрическим руинам. Ух ты, тут даже водоем какой-то. О, вот куда я вышел. Понятно, это дорога к Амару. Вон, собственно, Амар сам. Понял, круто, круто. А что тут еще у вас есть? Я бы на самом деле куда-то севернее углубился. Может, по водичке пройтись прям туда? Дождь бесконечный. У меня, кстати, у самого сегодня погода примерно такая же. Хорошо в такие моменты тусить дома, не правда ли? Так, понял. Туннель. Знаете, у меня такое ощущение, что, скорее всего, по нему пройду сейчас опять. Но прежде я хотел бы еще немного поисследовать эту долину. Вот помнится, впервые я пришел в нее по этой дороге горной. Вылезя оттуда и сразу пошел на север. А вот на юг я особо не углублялся. Что успел меня укусить. Негодяй. Но, похоже, тут ничего особо интересного-то и нет, да, у нас? На этот раз я пришел отсюда.
Да? Отсюда же? Тем не менее, это все исследовано уже, да. Ага, ну все, в общем-то. Картина вырисовалась, как тут что устроено. Долина это исследована. То есть вот у нас здесь Амар. Здесь у нас всякие дороги в сторону Акаморы. Есть одна более такая опасная через горы. Есть дорога на юг, но это не то чтобы в Акамору, а... Хотя, знаете, я хочу взглянуть на нее. И она в сторону Дана Кафела. А, да, она в сторону Дана Кафела. Вот. Одна дорога еще вот там, по которой я пришел впервые. Ой. Эта крыса на меня как-то недружелюбно смотрит. Вот здесь, по которой я пришел сюда впервые. На север у нас можно либо пролезть в эту пещеру, что я хочу сейчас сделать, потому что мне все еще хочется пройтись по тому мосту. И тут, наверное, новые паучихи заспаунились уже. Ну, то есть вылажу я там, обхожу справа, и там будет хижина относительно неподалеку, и мост. Вот. Но так как у нас тут в пещере ничего особо интересного нет, я ее пропущу, так что увидимся уже наверху. Ну да, действительно, тут ничего интересного не оказалось, даже паучих новых не заспаунилось. То есть они тут такие в единичном экземпляре похожи все. Вот в тот раз я пошел по этому пути, а на этот раз я бы хотел вот сюда углубиться и пройтись вот по этому мосту. Помните его, да? Какое там озеро классное. Вау. Даже, знаете, сохранюсь тут в этих краях. Прям так и тянет туда. Кстати, можно свиток левитации использовать покруче. Я, кстати, заметил, что левитация под водой действует. Ну, помните, да? В позапрошлой серии, кажется. Так что в какой-то степени это... Вот, что тут у нас? Левитация. Очень кстати. Всего на 15 секунд, правда, так что... Так вот, это дает возможность мне не сбрасывать свое снаряжение, да, вспоминая мою условность перед нырянием куда-то. Можно просто преодолевать это на левитации. Возможно, в каких-то в ряде случаях буду именно так и делать. Ладно, в общем, весь улов на этом озере — это кустарное зелье левитации. Все, тут ничего интересного. В той хижине уже бывал, там орк-отшельник живет, монах вроде бы. Это нам все не очень интересно. Теперь уже вот здесь погулять — это всегда, пожалуйста. Интересно, а так я дойду обратно куда-нибудь? Ну-ка, это, иди ко мне в камень душ, пожалуйста.
такое? Ох уж эти места. Я уж пожалел, что сюда полез, ну ладно. Угу. Тут дорога Тамара к Тельмусаду как раз таки. Значит, это мне говорит о том, что я где-то рядом уже. Такой туман после дождя стоит теперь. Непроглядный. Окей, вернусь. Скатываюсь, скатываюсь. Ух. Хорошо на природе в Моровинде, правда? Все, и тут уже у нас другой регион. Поля Хилнима. Горы кончаются. Начинается трава. Холмы. Никсгончи. Давайте представим, что я сделал привал и себе пожарил мясо. А то я уже не помню, сколько я ничего не ел. Это нехорошо для пищеварения. О, здравствуйте. Давно вас ждали. Ага, вот так я, наверное, как раз приду к Тельмусаде. Вон там видны грибы характерные. Красиво тут. Ну, чуть-чуть погулять хочется, полюбоваться всей этой травой. Всеми этими холмами теперь. Зелеными. Озеленившимися даже, я бы сказал. Вот этот мост, опять же, в сторону Амара. О, чья-то хижина. Там какие-то ребята. Пообщаться, может, сходить. Ну, они могут быть, правда, враждебно настроенными, но... К таким я всегда готов. Ага. Застрял в камнях, бедняга. Кочевник. А чё ж вы такие агрессивные кочевники-то, а? Ох, летит, смотри, какая бяка. Мускусная муха. Не могу попасть. Знаете, я сейчас подумал, я же в Тельмусаду иду за голосом в бутылочке, коллекционеру голосов. А раз он коллекционер, он, вероятно, так просто не захочет расстаться с... Ну, вы поняли, да? С богатством своим. Раз такие дела. Перекушу тут еще немного. Заброшенная хижина. О, еще один орк, да? Бедняга.
Видать, отравился чем-то. А может, перепил просто. Судя по всем этим кружкам и бутылкам разбитым. Ладненько. Можно и дальше двинуться теперь. Тут будет где-то указатель у вас? Ух ты. Пещера? А, действительно пещера. Ну, как я к пещерам отношусь в последнее время, вы знаете. Вы, кстати, если я пропущу какую-то действительно интересную пещеру там, или гробницу, или просто место, о которых вы знаете, то feel free, как говорится. Не стесняйте себя тем, чтобы мне об этом сообщить в комментах. Обязательно вернусь и посещу. Это же касается, а может быть даже и в большей степени касается Варденфелла, потому что, ну, вероятно, не каждый из вас играл в Tamriel Rebuild именно. Слушайте, гуары нападают на меня. Нате! А, вот это Эль-Мусада. Гуаров-то тут прям в достатке у вас. Надо уже парочку зелий сделать. И пополнить запасы коммуники, вот что. По-любому. Наверное, скоро левелап уже опять, действительно. Найти бы тут какого-нибудь тренера. Вот, ну, Тель-Мусаду я достаточно хорошо изучил. Вот, но так как я тут бывал давненько, я уже тут какие-то моменты подзабыл, что-то может быть как будто и в новиночку. Так что сейчас пока не буду прямо такие скипать. По крайней мере, поговорю вот с кем-нибудь. Где тут у вас есть травник? А, да, с тобой. У нее там была задачка отомстить кое-кому. Вот, значит. Что мне надо? Продаться. Получить голос в баночке. И что-то еще хотел. Ну, пополнить запасы коммуники, да, мне нужен травник и... Ладно, потом вспомнится. Что тут слышно-то у вас? Аренсин все больше надоедает. Раньше мы получали какие-то бесплатные припасы от Ливари, но он стал меньше выдавать их, что-то такое. А теперь он требует, чтобы все предъявляли официальный запрос на свитке из башни. Это попросту неправильно. Так, что-то у вас тут новое, я этого не помню. Что-то опять происходит у вас. Аренсин, да? Ливария. Ливария это кто? Ливария Тилс Саран. Ты знаешь, что она мастер уже с школы разрушения? Хорошо это помнить, потому что она не боится показывать, демонстрировать ее таланты. Все еще помню этого бедного маленького имперца, который подошел к ней и сказал «Привет» в не понравившемся ей тоне. Угу. Да, это, видимо...
Это, видимо, глава Тилвани тут местная в грибных башнях, да? И что-то тут, да, какая-то имперская бюрократия у них. Ну, слушайте, надо поговорить. Арен Син, это, возможно, в форте рядом, в имперском сидит кто-то. А кто такой Бренни? А, да, это твоя сестра, по-моему, или кто? Нет? Нет, не она. Так, ладно, услуги. Вроде бы я его сестре помог пристроиться в местном трактире, что-то такое. Так, маленький рынок путешествующих торговцев в западной части города, ну, где я и нахожусь. Торговец, целитель, зачарователь, они неподалеку. Вот как раз Бренна Смитти в башне. А, ну да, это бретонка и торговец, алхимик. Кузнец в крепости. Так, бар. Ага. Ладно. Ага, это все-таки волшебник, а не волшебница. Ливари Телсаран, да? Правитель Тальмусады. А нет, все-таки она. Где-то в башне. Целитель крепости Арктурус. Аренсин. А, это все-таки правая рука главы вашей, да? И тот еще... Тот еще редиска, говорит. Слушайте, ну интересно, так-то можно попробовать с ними поговорить еще со всеми. А, тут Силстрайдер есть у вас. Это приятно. А, в башню ведет туннель. Угу. Ну, с Видамом Деррисом я уже разобрался. Окей. Так, ладненько, давайте я тогда попробую найти этого торговца голосами. Где-то он... По-моему, он зачарователь по совместительству. Ну, точнее, он по профессии зачарователь, скажем так, по совместительству. Коллекционер голосов. Вроде это он. Да, это он. Хорошо, я все помню, смотрите-ка. Сколько у него тут всяких штук. О, Робовилота. Он, наверное, со мной не будет торговать, да? Мне сейчас скума. Так, подожди, я вообще... Я, кстати, шапку назначил на... А, подожди, она уже на мне. На быстрый слот я ее назначил. Правда, не помню на какой. Не, подожди, не сюда. Вот, на 5-й пятерочку. Так, и амулет поменять, да. Вот он. Мне нужен новый голос. А, тебя послал Верадул Делвас. Ну что ж. Моя коллекция все еще при мне. Если ты поищешь для меня кое-какие ингредиенты, полагаю, что с одним из своих голосов я смогу расстаться. Есть у меня даже один на примете, он очень весьма особенный. А мне, в общем-то, потребуется 3 пепельных ям. Это кто? Ну, наверное, пепельный батат он имеет в виду или что? Потом 5 стебельков маршмеллоу и 2 каменных цветка. Возвращайся, когда все соберешь, и получишь свой голос. Вот как значит, да? Послал меня
собирательством заниматься. Ну, кстати, его не смущает. Скума у меня в инвентаре, чтобы продать ему ее. У самого у него ингредиентов не продается никаких. Это, кажется, я ему продал адамантиновый кинжал в свое время. Ну, не то, что у него что-то тут интересное. Я тут еще на досуге думал, что мне самому бы зачаровать каких-нибудь чего-нибудь. Но у меня, знаете, пока особой идеи нет, кроме как вот все свои доспехи зачаровать на какие-то просто... Хотя, даже не знаю. Ну, надо смотреть, в общем. Это лучше как-нибудь за кадром сделаю. Смотреть, у чего там вместительность большая, что действительно имеет смысл зачаровать. В идеале, конечно, на какие-то постоянные эффекты. Вот, а так-то у меня, в принципе, много чего уже есть, и ни в чем таком я особо не нуждаюсь. Ну, может быть, левитацию посильнее сделать. Вот, например, вот это кольцо зачаровать на левитацию. Кстати, можем попробовать прямо вместе с вами. Вот. Ну а так-то тут, да, я действительно у него ничего интересного не вижу особо. Можно ему продать что-нибудь. Чтобы тебе продать. Вот орочий шлем, например. Так, подожди, а ну-ка сначала, если... Вместительность 15 у меня. Это все... Все заклинания, вот, которые здесь отображаются, это я их знаю, да, получается? Не зачарователь. Успокоить. Кстати, можно успокоение попробовать. Мне, правда, не хочется отдельную вещь таскать с собой именно на успокоение. Может быть, как вариант зачаровать что-то из своих доспехов. Доспехи спокойствия будут. Ладно, не буду мудрствовать особо. Тут нам важна продолжительность. В первую очередь. На себя. Вот, сейчас на себя, да? Или чего? Или сейчас на себя? Да, вот сейчас на себя, потому что пропадает площадь. Да, так уже солидней становится. Если на минуту сделать. Нет, что-то как-то неинтересно получается. Ну, в общем, ладно. Дела такие, давайте пока закругляться. Не буду вас этим всем утомлять. За кадром я тут еще побегаю, продаюсь и все такое. Может, пообщаюсь тут с кем-то еще. И когда на кого-то интересного наткнусь,
или что-то начну интересное делать, не рутинное, тогда включусь уже в следующем эпизоде. Вот, а на этот все. Спасибо вам за внимание, за лайки, подписки. С вами был Сэр Холмс. Всем пока-пока.